Рецепт этого яблочного пирога будет очень быстрым и экономным. Разбиваю в миску 2 яйца. К яйцам добавляю 1 полную столовую ложку сахара. Для прекрасного аромата выпечки добавляю 1/3 часть чайной ложки ванильного сахара. Также в тесто пойдет небольшая щепотка соли. Продукты взбиваю венчиком, чтобы сахар и соль растворились в яйцах. Дальше к этим ингредиентам добавляем 50 граммов кефира или йогурта комнатной температуры. И опять перемешаем до однородного состояния. Также в тесто добавим немного муки, 70 граммов. Муку просею через сито. При этом к муке добавляю такую хорошую щепотку пищевой соды. Вместо соды можно добавить 1/3 чайной ложки разрыхлителя. Опять перемешиваем тесто до однородности. Тесто у нас получается такое вот достаточно жидкое, ароматное и шелковистое. На пару минут убираю его в сторонку. Займемся яблоками. Я беру 2 яблока весом 400 граммов. Удаляю хвостики и сердцевинки. И нарезаю эти яблоки дольками. Пирог будем готовить на сковороде. У меня сковорода диаметром 24 сантиметра. При этом очень желательно, чтобы дно у сковороды было достаточно толстым. Подготовим ее, просто смазав растительным или сливочным маслом. Если вы не уверены в толщине дна вашей сковороды, ее можно просто простелить бумагой или пергаментом для выпечки. Затем выкладываем на дно порезанные яблоки. Яблоки прекрасно сочетаются с корицей, и поверху яблок я насыпаю небольшое количество корицы. А также посыплю сверху щепоткой молотого имбиря. И залью всю эту красоту сверху подготовленным тестом. Сковороду накрываю крышкой. При этом в крышке у меня есть небольшое отверстие для выхода пара. На плите включаю самый маленький огонь. И отправляю сюда будущий пирог. Через полчаса я вижу, что пирог зарумянился по бокам, а также стал таким вот плотным сверху. Пора пирог перевернуть. Переворачивать пирог я буду при помощи тарелки. Он хорошо скользил по тарелке. Смазываю тарелку растительным маслом. Бумагу для выпечки уже можно удалить. Крышкой пирог я уже не накрываю, а даю ему просто зарумяниться снизу. Вот каких-то 5 минут и все готово. Готовьте с удовольствием, если рецепт этой простой и быстрой шарлотки вам подходит. А также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Ставьте лайк и пишите ваше мнение в комментариях. Я желаю всем мира, безопасности и здоровья. До встречи, как всегда, в следующем вкусном видео.